Всем привет! Вы на моем канале «Накорми мужа». В преддверии праздника Пасхи хочу поделиться с вами одним из моих любимых рецептов куличей. Рецепт довольно нехлопотный, куличи получаются пышными, воздушными, тесто отлично подходит и хорошо пропекается в духовке. А куличи получаются такие вкусные, что мне с трудом удалось уберечь их до Пасхи. Особенность этого рецепта в том, что тесто мы будем готовить на заварной основе. Даже если вы раньше никогда не готовили куличи, оставайтесь со мной, и я думаю, что у вас обязательно все получится. И для начала мы приготовим опару для того, чтобы активировать наши дрожжи. Для этого мы возьмем 40 мл теплого молока, добавим туда 1 чайную ложку сахара и кусочками добавим наши дрожжи. Потом все размешаем до полного растворения дрожжей, накроем пищевой пленкой и будем оставлять подходить до пышной шапочки. Молоко берем не холодное и не горячее, а где-то примерно с 37 градусов. Полный список всех ингредиентов вы, конечно же, найдете в описании под видео. Мой помощник всегда со мной, но мы, пока подходит наша опара, ставим на газ 210 мл молока, добавляем к ним 50 грамм масла сливочного и доводим нашу смесь до кипения. Когда молоко закипело, снимаем его с огня и добавляем разом 50 грамм муки и все интенсивно быстренько перемешиваем венчиков. Желательно, чтобы было как можно меньше комочков. Когда перемешали нашу смесь, оставляем ее до полного остывания. Лучше переложить ее в другую тарелочку, чтобы она скорее остывала. Теперь подготовим наши яйца. Я отделяю желтки от белков. В тарелочку откладываю 4 желтка, добавляю к ним 1/3 чайной ложки соли и растираю вилочкой. Когда вы будете отделять белки от желтков, откладывайте отдельно желтки, отдельно 3 белка и отдельно еще 1 белок. Впоследствии я расскажу, для чего нам так нужно. Когда растерли желтки с солью, оставляем их настояться 10 минут, а сами кладем в тарелочку сливочное масло 80 грамм, растапливаем на маленьком огне и оставляем остужаться до комнатной температуры. Теперь мы берем глубокую тарелку, в которой мы в дальнейшем будем замешивать тесто, кладем туда 3 белка и 110 грамм сахара и взбиваем венчиком до пышности. Это как раз те 3 белка, которые мы отделяли от желтков, а еще 1 белок можно использовать для приготовления глазури. К этому времени наши желтки с солью уже настоялись, и мы добавляем к ним сахар 110 грамм и ванилин. И растираем все теперь это до пышности. Я буду растирать венчиком, можно взбивать венчиком или вилочкой. Наша масса побелеет и увеличится в объеме, станет пышная. А теперь в одной тарелке мы будем собирать все наши ингредиенты и замешивать тесто. К этому времени подошла наша опара, стала пышная, воздушная. В тарелку к нашим белкам мы добавляем нашу желточную смесь. Туда же добавляем 80 грамм растопленного сливочного масла, уже остывшего. И туда же добавляем нашу опару. Все перемешиваем до однородного состояния. Мне это удобно делать венчиком. И в эту же тарелку добавляем нашу заваренную муку, которая к этому времени уже остыла. Хорошо все перемешиваем, стараемся добиться максимально однородного состояния. Будем добавлять муку и замешивать тесто. Муку нужно просеять, можно сделать это заранее или просеивать прямо в тесто, как вот я буду делать. Муку просеивайте обязательно, не нужно пропускать этот простой, но очень важный момент. Добавлять ее в тесто лучше частями, тогда вам будет проще вымешать тесто, оно будет более однородным. Когда тесто уже венчиком или ложкой тяжело вымешивается, мы будем замешивать дальше его рукой. Я добавляю последнюю порцию муки в мое тесто и дальше буду вымешивать его на столе. Всего я добавила 650 грамм муки. Вымешиваю тесто на столе и вижу, что оно очень сильно начинает уже прилипать к столу. На этом этапе я помою руки, почищу стол от остатков прилипшего теста, смажу его растительным маслом, также смажу руки и дальше буду вымешивать тесто. Муку уже в него добавлять не буду. Чем дольше вы вымешиваете тесто, тем более гладким и пластичным оно становится, и тем меньше уже прилипает к рукам. Где-то на весь замес у меня ушло 7-10 минут. И вот такой консистенции по итогу теста у меня получилось. Оно совсем слегка чуть-чуть прилипает к рукам, гладкое, очень эластичное, мягкое и нежное.
Теперь я отправляю свое тесто в пакет, из него выпускаю воздух и завязываю пакет. Это делается для того, чтобы тесто не обветрилось. И отправляю в теплое место подходить. Тесто будет подходить около 1,5-2 часов. И вот посмотрите, какое оно пышное, воздушное у меня получилось. Тесто увеличилось в объеме в 2 раза. Я его вываливаю на стол, предварительно его смазываю растительным маслом, смазываю также и руки. И теперь мы будем обминать наше тесто. По ходу обминки я также буду добавлять в тесто цукаты. Нам нужно выпустить из теста лишний воздух и равномерно распределить по нему цукаты. Можно, конечно, добавлять в тесто изюм или любые другие сухофрукты. Изюм нужно предварительно замочить в воде и обсушить. Но у меня сегодня цукаты, и когда они более-менее равномерно распределились по всему тесту, я буду выкладывать тесто в формочки. Вот в таких бумажных формах сегодня я буду выпекать свои куличи. Если вы будете класть тесто на 1/3 формочки, то куличик получится вровень примерно чуть выше формочки. Если же вы положите тесто на 2/3 формочки, то он вылезет и сверху будет красивая пышная шапочка. Вот так я заполнила свои формы, где-то положила тесто чуть больше, где-то чуть меньше. И отправляю тесто в формах на расстойку. Для этого я включу духовку, прогрею до 40 ее градусов, потом выключу и уже в закрытую духовку, выключенную, отправлю свои куличи. На расстойке они у меня простояли 45 минут, и посмотрите, как тесто стало более пышным, увеличилось в объеме. И теперь я отправляю их в духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Через 30 минут маленькие куличики уже готовы. Я их достала из духовки, проверила готовность шпажкой. И вот сейчас я разрежу один куличик, чтобы вы смотрели, какое тесто в разрезе. Оно пышное, очень пористое. Я разрезала еще теплый куличик, но вы так не делайте. Нужно обязательно дождаться, пока он полностью остынет. Большие куличики я выпекала чуть дольше. 40 минут они у меня пробыли в духовке. И их я уже тоже достала. Из всего замешанного теста у меня получилось 3 больших куличика и 3 маленьких. И вот как я их украсила. На моем канале скоро выйдет видео о том, какую я делала глазурь и как я украшала эти куличи. Обязательно не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Как только оно выйдет, ссылочку я оставлю в описании под видео. А вот здесь я показываю, какая уже структура теста, когда я разрезала полностью остывший куличик. Попробуйте приготовить куличи по этому рецепту, и вы удивитесь, насколько это несложно. А ваши близкие будут очень рады вкусной домашней выпечке. Всем приятного аппетита и пока-пока!